Так, приехали. Начинается наш поход. Вот тот указатель. Оттуда мы пришли в прошлый раз. А теперь мы пойдем туда. Вот видно трубу. Сейчас мы туда пойдем. Наш путь лежит туда. Наверное, по этим номерам опор можно прикинуть, какое расстояние нам предстоит преодолеть. Вот мы вышли на лестницу вдоль трубы. Наклон трубы в этом месте 45 градусов. По лестнице подниматься довольно тяжело. Ступеньки какие-то неравномерные, довольно высокие. Металл важно отполирован. Лестница кончилась, дальше идем пешком по грунту. Теперь можно подниматься, держать за вот этот трос. Конечно, лучше держаться за этот трос руками в перчатках. Так, трос закончился. Дальше наклон трубы гораздо меньше. Вроде бы дальше легче идти. Прошли 2 километра. По той стороне сначала были камни, мы по ним прошли, потом под трубой перелезли на левую сторону. Вот. Чуть-чуть прошли. Здесь дорога. Вот этот пик скалистый, это наша цель сегодня. Мостик. Очевидно, лучше пойти вдоль трубы. Вдоль трубы вон мостик идет. Тропа вон справа есть. Наверное, с трубы сейчас они сойдут и пойдут. Теперь идем вдоль дороги, точнее вдоль трубы по дороге. Скоро подойдем к озеру. Вот подошли к этим указателям. Карнизные, вот они туда ходили. Так, кажется, мы уже близко к озеру. А вот и оно. Сейчас пойдем вдоль озера, и потом поднимемся на этот пик. Так, озеро с этой стороны внизу там, сейчас не видно. Виталий Петрович говорил, что это просто пик озерный называется. Вот мне Вовка еще маленький был. Ну как маленький, лет 10 мне был.
Так, а на том указателе что написано? Пик Советов, Сакаева, пик Треугольник. А вот это пик Треугольник, да? Где ледник? В общем, где-то здесь нам следует повернуть наверх. И пойдем вон туда, скорее всего. Пальчиком покажи туда и Так, поднимаемся, в общем. Подъем довольно крутой, но еще сносный. Посмотрим, как дальше будет. Так, довольно сыпучий склон на тропе, но и довольно крутой, градусов 45. Ну, пока идти можно. Высота 2800. До вершины еще очень высоко и далеко. Набежали облака, стало прохладнее. Температура примерно 26 градусов. Высота 2900, сыпь практически закончилась. Травянистый склон такой. лиловый пояс тоже какой-то. Да, поднялись выше ели. Альпийский пояс пошел. Высота 3 километра. Недавно с той стороны был слышен гром. Там устойчиво. А там практически чистое небо. Голубое. Опять выглянуло солнышко. Сюда. Высота 3250. Поднялись на небольшой гребень. Ох, Непонятно, может быть, надо еще выше подниматься. Ну, пока здесь отдохнем чуть-чуть. ух ты. Надо вон туда сходить. Ух ты. Вау. Это мы были там. Потом прошли сюда. Так. И пойдем, сейчас попробуем сюда подняться. В общем, поднялись мы на вершину. Вау. С этой стороны прям обрыв. Вау. С этой стороны тоже крутой склон. Так, что мы тут видим? Вид скалистый, высота 3000, сколько? 300 примерно. 300 метров. Шел. В общем, отдыхаем здесь в районе вершины скалистой.
Так, ну, теперь думаем, как нам обратно вернуться. Либо пойти обратным путем, так же, как поднимались. Либо спускаться здесь прямо вниз. Тут довольно крутой спуск. Есть вариант обойти вот эту вот. Потом буду выкладывать все твои секреты, как ты снимаешь свои видео. Там пройдем. Можно пройти вон там, потом плавно спуститься. Но потом в итоге все равно там крутой спуск будет. Скорее всего, пойдем в этот Шукур, в ущелье Шукур спускаться. Прямо здесь, прямо вот так сразу. Так, что у нас тут видно? Так. Вот в середине кадра находится... Что у нас тут видно? Под облаком это явно пик Терешковый. Правее Орель. Потом пошли всякие разные гребень. Кумбельтау, Кумбельсу. Возможно, пик Титова. Так, это, наверное, у нас Комсомолец или Комсомольский. Это у нас пик Советов. Вон там пик Треугольник. Фу, а дальше я не знаю, как называется. В общем, мы пошли спускаться в сторону Шукура. Пока спуск ничего, так нормальный, удобный. Температура 25 градусов, ветерок. Не жарко, не холодно. Вот мы подошли к этому приметному камню. Явно кто-то подходил до нас, смотри-ка, натоптывал. Так, и теперь думаем, как нам дальше спускаться. Блин. Спустились на данный момент мы аж на вон оттуда. Я вижу тропу. Пик Советов уже не видно. Поскольку мы тут идем первый раз, то вообще не знаем, куда идти. Тропа непонятно куда на карте ведет, где она там проходит, не ясно. Идем, можно сказать, интуитивно. В общем, видимо, нам надо спуститься вот сюда, к этому правому руслу, и там вдоль него идти дальше вниз. А здесь скалы слева и справа. Здесь начинается речка. Спуск, конечно, здесь очень такой опасненький. Спускаемся потихоньку. Судя по карте, надо держаться по левой стороне реки. Впереди такой мощный каньон. Скалы слева, справа. Внизу река. Нам, видимо, надо как-то слева пройти. Так, здесь нам опять непонятно, куда идти. Здесь есть тропа, идет вверх. Пойдем-ка мы туда. Оказывается, это водопад Шукур. Это точно он. Классно. Пошли. Судя по карте, нам надо теперь перебраться на ту сторону речки.
Опять очень такая неприятная тропа. На этот мох лучше не наступать, он очень мокрый. Вот мы дошли до указателя. Опять перешли на левую сторону реки. Здесь дорога уже поприятнее. Скоро приблизимся к цивилизации. Так, здесь уже появились люди. Что-то мы давно уже никого не видели. Вон беседка. Там качели еще поставили, посмотрите. Да уж. Взору открылась живописная поляна. И даже спас хижина. Очень живописная поляна, а людей практически нет. До пика Скалистого 3,1 километра. Вон та тропа ведет на Большое Алматинское озеро. Так, я согласна. А вообще это место, Большое, я согласна. это живописное безлюдное место совершенно. Называется Лунная поляна. Какой-то очень подозрительный указатель с подозрительными цифрами. Не веришь? Вот дошли мы до Альпийской розы. Это странная поленница. Да, можно. Выходим на дорогу. Да, явно тут основной маршрут на пик Скалистый вот здесь он проходит, а не там, где мы пошли. Там даже обозначений никаких нету. Так, а нам куда? Налево или направо? В общем, мы пошли налево и подошли, увидели трубу. Сейчас приблизимся к ней и пойдем вдоль нее вниз. Вот тропа вывела нас к трубе. Спускаемся вдоль трубы. Теперь участок с тросом. Ну а теперь мы добрались до железной лестницы. Вот опять мы у этой совы. Поскольку мы устали, то спускаться было довольно неприятно. Еще чуть-чуть. Прогугли там, что за водопад ходит? Почему все знают, а мы нет? Нас спрашивают, Это какой-то современный... водопад Хоббит, а мы даже не знаем, что это. Современный. Вот мы дошли до Эдельвейса, шлагбаума. Сейчас сядем на такси и уедем в город. Точнее, до остановки 28 или 211. Там сядем на автобус и в город.